Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, сегодня у нас в гостях один из символов китайского гороскопа животных. Причем именно наш сегодняшний гость довольно редкий подвид из подсемейства больших кошек. Встречайте золотого тигра. Причем в прямом смысле этого слова, ведь окрас нашего почти царского котейки максимально похож на пушистое тигриное золото. Цвет полос у золотого тигра преимущественно золотисто-рыжий или желтый, а не темный, как у обычных тигров, и не светлый, как, например, у тигров-альбиносов. Они же белые тигры. Кстати, ролики про всех этих тигра-кошек есть на канале в плейлисте «Кошки или хищники». Начнем с того, что золотой тигр – это не отдельный вид и даже не подвид тигров. Это так называемая золотая разновидность, наиболее редко встречающееся изменение окраски, вызванное рецессивным геном. То есть подобный окрас передается по наследству в редких случаях и только если оба родителя имеют рецессивный ген золотого окраса. Кстати, на протяжении 20 века сообщалось также о существовании тигров-меланистов с дымчатым или полностью черным мехом и о появлении тигров с синевато-серым окрасом, так называемый мальтийский голубой тигр. Но данные типы окраски вызваны неустойчивыми мутациями, а вот мутация золотого тигра получилась, как и у белого, сравнительно частой. Однако механизм их появления на планете великими умами до конца не изучен. И да, я забыла сказать, что подобные мутации чаще всего происходят с бенгальским тигром, кошкой, которая славится своим людоедством на просторах Индии. Первые упоминания о встрече с золотыми тиграми в дикой природе датируются началом 20 века. Первоначально была выдвинута теория, что появление данного типа окраски постепенно развивалось в небольшой группе тигров, обитавших в областях богатых глинистыми почвами, а необычный цвет служил им дополнительным камуфляжем при охоте. Однако эта теория осталась лишь теорией без доказательств. Хотя вполне логично, что инбридинг, близкородственное скрещивание небольшой изолированной группы тигров мог повлиять на появление золотого окраса. Это если бы один из тигров, носителей рецессивного гена золотого окраса, скрещивался со своим собственным потомством, как это происходит в неволе. На сегодняшний день в зоопарках по всему миру живут около 30 особей золотого тигра. Как и белые тигры, все содержащиеся в неволе золотые тигры имеют преимущественно бенгальское происхождение, но генетически загрязнены генами частично амурского белого тигра по имени Тони, который являлся общим предком почти всех белых тигров в Северной Америке. Отсюда и пошло предположение, что золотой окрас появился путем скрещивания амурских и бенгальских тигров, хотя это является просто распространенным заблуждением. Превалирующее большинство золотых тигров являются все-таки бенгалами. Из-за подобного необычного окраса золотой тигр, конечно же, очень нравится голым обезьянам. Они начинают приписывать ему всяческие суперспособности, особенно связанные с удачей. Именно поэтому зачастую в зоопарках грешат тем самым инбридингом, стремясь получить на свет именно золотое потомство бенгальских тигров. В целом же можно сказать только одно:
золотой тигр точно не заслуживает жить в неволе, не заслуживает непременных мутаций, связанных с близкородственным скрещиванием, да и вообще достоин ныне модной защиты своих прав и отсутствию гонений из-за обычного цвета волос. Ну и что он рыжий? А какие тигры больше нравятся вам? Блондины, брюнеты или рыжие, то есть золотые? Пишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!